Приветствую всех, кто меня смотрит. Мы сейчас находимся в португальском городе Алкабаса, который знаменит своим средневековым монастырским комплексом, основанным первым португальским королем Афонсо Энрикешем в 1153 году. Это средневековое готическое сооружение является не только королевской усыпальницей и главной достопримечательностью города. В наши дни это важное место посещения для португальских молодоженов, которые хотят именно здесь произнести клятву верности друг другу, потому что именно здесь похоронены король Педро I и его возлюбленная Инеш де Каштро. Их называют португальскими Ромео и Джульеттой. Вот только эта история не закончилась после смерти возлюбленной. И сейчас я расскажу эту необыкновенную историю любви, случившуюся в XIV веке. В 1339 году наследник португальского престола женился на Констанце Кастильской. Брак этот, конечно же, был продиктован политическими мотивами, и инфант не испытывал никаких чувств к своей супруге. Но в многочисленной свите его будущей жены в Лиссабон прибыла молодая фрейлина Инеш де Каштро. Будущий король Португалии влюбился с первого взгляда в эту нежную миловидную девушку, не умеющую плести интриги. У них завязался бурный роман, который не тревожил действующего короля отца до поры до времени. Беспокойство проявляла только жена Педро, Констанца Кастильская. Она даже пригласила Инеш стать крестной матерью ее первенца, в надежде на то, что Педро прекратит греховную связь, так как перед церковью Инеш становилась близкой родственницей. Но ребенок умер во младенчестве, и ничто больше не мешало молодым людям. Педро поселил Инеш в отдельном дворце и все свободное время проводил с ней. В течение 7 счастливых лет у них родились 4 детей. Инеш не была обычной любовницей, как это часто бывало при королевских дворах. Эти двое действительно любили друг друга и каждую минуту стремились проводить вместе. И Педро добивался всеми силами, чтобы сделать любимую законной супругой. И когда его законная жена умерла при очередных родах, молодой человек сразу же привез Инеш во дворец и объявил отцу о решении жениться. Но король-отец Афонсо IV просто не мог этого допустить. Ведь Инеш происходила из знатного кастильского рода, а Кастилия всегда претендовала на португальские земли и воевала за них. Братья Инеш участвовали в политических интригах Кастильского двора, и португальская знать опасалась их влияния на Педро, ведь все это могло привести к очередной войне с Кастилией. И поэтому Инеш старались устранить любыми способами. То угрожали расправой, то отсылали от двора, то пытались подкупить. Но чудо! Чувства влюбленных становились все крепче, а Педро боролся за Инеш все упрямее. А тут, ко всему прочему, португальский двор начали беспокоить дети Инеш, ведь они могли претендовать на престол, из-за чего могла начаться война уже внутри страны. Все это, конечно же, не могло привести к счастливой развязке. И однажды советникам удалось убедить короля, что есть только единственный выход – это убить Инеш. И король Афонсо IV отсылает сына в военный поход, а к Инеш посылает убийц. Да уж, таково было время. Король пытался вразумить сына и предлагал ему оставить Инеш как любовницу. Многие короли имеют фавориток, но жениться по любви не может ни один король.
Поэтому принца отправили подальше от двора и по-своему решили эту проблему. Все понимали, что Педро очень вспыльчив и даже жесток бывает, и предполагали, что последствия будут ужасными, но никто и представить не мог, насколько ужасными. Инеш была убита 7 января 1355 года. На тот момент ей было 30 лет, ему 35, у них было 4 детей и большая любовь. Педро был вне себя. Он и не думал смиряться и поднял восстание против отца. И в стране началась гражданская война. Вскоре Афонсу IV умер, и Педро взошел на престол. Но и даже тогда он не мог успокоиться. Первым делом он приказал найти убийц Инеш и расправился с ними собственноручно. Он лично вырвал им сердца, одному через грудь, другому через спину, но и это его не удовлетворило. Он объявил, что был втайне обвенчан с Инеш, и теперь она должна стать королевой. И вот, через 6 лет после смерти, тело извлекли из склепа, одели в свадебное платье и посадили на трон. Педро приказал собрать в тронном зале абсолютно весь двор, водрузил корону на голову трупу и под угрозой смерти заставил всех придворных целовать руку новоиспеченной королевы, таким образом присягая ей на верность. Необыкновенный случай в мировой истории. Можно себе представить, что чувствовали подданные короля, особенно падающие в обморок дамы, целуя руку разложившегося трупа. Стоит сказать, что в летописях двора упоминается о таких отрицательных сторонах короля, как дефект в сфере психической, о возвышенных и бурных страстях, взрывах гнева и различных извращениях. Педро нравилось больше быть палачом, чем судьей. Однако, как король, он был очень популярен, ведь в XIV веке его правление было единственным, без войн и отмечено финансовым процветанием. После такой коронации мертвой Инеш Педро приказал построить 2 гробницы для себя и королевы. Это настоящие шедевры готической скульптуры, которые были помещены в церкви монастыря Алкабаса, где мы сейчас и находимся. Тело королевы Инеш было доставлено сюда с пышной процессией, а себя король Педро I завещал похоронить напротив своей любимой супруги. Их гробницы так и поставили одну напротив другой, чтобы в день страшного суда они смогли подняться навстречу друг другу. И надпись на саркофаге гласит «Ате уфим до мунду», что в переводе означает «до конца света». На сегодняшний день эта история обрела статус национального мифа. Об этой любви написаны книги, поставлены театральные постановки во многих странах. Во Франции снят художественный фильм, а в Португалии в 2005 году на экране вышел сериал, основанный на истории любви Инеш и Педро из 13 серий. А художники уже несколько веков пишут свои картины, вдохновляясь историей любви португальского короля. Например, в Русском музее в Санкт-Петербурге находится вот эта картина Карла Брюлова, которая многим знакома, но не все знают настоящую историю, вдохновившую художника на ее создание. «Смерть Инеш де Каштро». Непонятно, почему Голливуд до сих пор не обратил внимания на такой неординарный сюжет. Надеюсь, мы еще увидим захватывающий голливудский фильм. Да уж, неординарные события происходили в Португалии в Средневековье. То скандальная любовь монахини, то коронация трупа. Но где еще такое встретишь? А в следующей серии я приглашаю побродить по этому величественному сооружению XIV века, так как сейчас мы посмотрели только одну церковь монастыря Алкабаса, которая поражает своим величием. А что же мы увидим в других помещениях?
Такое место не может оставить равнодушным, я думаю. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю всем всего хорошего. До встречи!